Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте Ford Focus со сквозной коррозией. Прогнила задняя часть крыши. В данный момент мы такие работы не выполняем, но это наш подписчик и постоянный клиент, и отказать мы были не вправе. Сегодняшнее видео будет в формате некоего мастер-класса. Как, имея базовые навыки и самый минимальный набор инструмента, провести подобный ремонт. А проблема ремонта ржавых авто, ввиду известных событий, к сожалению, в ближайшее время особенно актуальна. Чтобы найти живой металл, мы зачищаем лакокрасочное покрытие вокруг поврежденного места. Используем для этого угловую шлифмашинку, в простонародье болгарку. Уверен, что этот инструмент есть у любого автолюбителя с руками. В идеале с регулятором оборотов, но пойдет и без него, и металлическая щетка. Цена ее около 200 рублей. Определив границы повреждения, с запасом вырезаем заплатку и по ней размечаем линию реза. Отрезным диском толщиной 1 мм вырезаем ржавый металл. Резать нужно точно по линии. Само собой, если нет уверенных навыков владения болгаркой, использовать ее нужно с защитным кожухом. И, естественно, не забываем про защиту глаз. В кадре не видно, но на мне защитная маска. Она защищает, в отличие от очков, не только глаза, но и все лицо. Вот что мы видим под небольшой дырочкой. Полость между усилителем и полотном крыши буквально набита рыхлой ржавчиной. Все это надо тщательно вычистить. В качестве альтернативного способа некоторые, так сказать, мастера используют для ремонта стеклоткани эпоксидку. Так сделать при желании, конечно, можно, но будьте готовы через пару сезонов все переделывать. Убрали ржавую труху, с баллончика обрабатываем кислотным грунтом. В наших видео вы это видели уже много раз. Далее необходимо под место сварки подложить полотно асбеста, чтобы искры не сыпались в салон. По периметру укладываем полоски тонкого металла шириной примерно 1,5–2 см. Эти подкладки укрепят будущий шов и снизят искривление полотна крыши в результате нагрева. Вокруг будущей заплатки укладываем предварительно смоченные газеты. Те, кто занимается подобной работой профессионально, используют специальный охлаждающий гель для сварки. Вещь очень хорошая, но ради пары заплаток покупать его не слишком разумно. Влажных газет будет более чем достаточно. Если, как в нашем случае, подкладки прилегают плотно, то их прихватывать не обязательно и можно сразу переходить к сварке. Варить сплошным швом подобные места ни в коем случае нельзя. От нагрева плоскость крыши изогнется волнами. Вначале заплатка прихватывается по углам, а далее также прихватками проходим по всему периметру, как это делаю сейчас я на видео. Очень важно не варить сразу, а делать паузы, чтобы металл остывал. Также требуется смачивать лежащие вокруг газеты. Для этого удобно использовать обычный бытовой помповый опрыскиватель. Главное не лить воду в шов. Это недопустимо. После сварки устанавливаем на болгарку зачистной диск и обтачиваем шов, выравнивая его с плоскостью крыши. Делать это надо также, не перегревая полотно крыши. Итак, после сварки и зачистки должен получиться примерно такой же результат. Сейчас уберем газеты и посмотрим, как себя чувствует полотно крыши.
Как видите, все получилось, как и было задумано. Ни единой волны. Далее в работу вступает маляр. Наш автомобиль вернулся из малярки. Изнутри аккуратно оттопырили потолок и обработали место сварки антикором. Если на всех стадиях все будет сделано правильно, то про коррозию в месте ремонта вы забудете на долгие годы. Уверен, что у вас, если решите ремонтировать автомобиль своими руками, получится не хуже. Варить заплатки в других местах кузова еще легче, поэтому не бойтесь пробовать. Главное не забывать про средства индивидуальной защиты и технику безопасности. При проведении сварочных работ всегда под рукой должен быть огнетушитель или хотя бы бутылка с водой. Не забывайте что-нибудь нажимать под видео. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. Если вопросов нет, то все равно что-нибудь пишите. Ну и поделитесь этим видео с друзьями. Возможно, оно им будет полезно. А мы переходим к следующему автомобилю. До новых встреч!